Ежегодно, во второй декаде февраля, курды отмечают праздник Хыдыр-Наби и Хыдыр-Айлас, один из традиционных древних праздников, отмечаемых на территории исторического Курдистана. Праздник Хыдыр-Наби и Хыдыр-Айлас отмечают практически все курды, независимо от своего вероисповедания или религиозной принадлежности. Праздник имеет курдское происхождение. Его корни уходят в древнюю Месопотамию, современный Курдистан, где его обряды веками передаются из поколения в поколение. Хыдыр-Наби и Хыдыр-Айлас – это пророки, жившие более 3000 лет назад на территории современного Курдистана. Иногда они предстают как два брата, а иногда как отец и сын. Некоторые даже их идентифицируют одной личностью. Пророки Хыдыр-Наби и Хыдыр-Айлас упоминаются в различных религиях, но впервые они появились в народных курдских легендах и поверьях. Имя Хыдыр восходит к курдскому слову «худе», что переводится «бог». Наби на курдском языке, так же как и на арабском, означает «пророк». Следует отметить, что «наби» является индоевропейским словом, которое произошло от курдского слова «нави», что в переводе с курдского, так же как и в остальных индоевропейских языках, буквально означает «новый». Также следует отметить, что от слова «наби» появились слова «небо», «небесный». Здесь мы видим, что курдский язык, так же как и другие индоевропейские языки, расшифровывают слово «наби» как «новый», связанный с небом. Теперь становится понятно, почему для курдов слово «наби» означает «пророк». Таким образом, мы узнаем, что имя пророка Хыдыр-Наби означает «Божий пророк». Давайте теперь расшифруем имя Хыдыр-Айлас. Айлас – это индоевропейское слово, которое восходит к курдскому слову «айло», что с курдского диалекта сарани, переводится как «орел». Но почему курды назвали пророка орлом? Давайте разбираться. В древнем Курдистане орел считался посланником Бога, ассоциировался с солнцем и символизировал власть, силу, мужество и бессмертие. Издревле курды верили, что парящий над войском орел предвещал победу в сражении. Интересно отметить, что современный герб Курдистана также украшает орел, который своими крыльями удерживает солнце. Орел даже являлся любимой птицей великого курдского султана Салахаддина Аюби. По его приказу статуя этой птицы была построена на западной стене его крепости в Египте, в городе Каир. В мифологии индоевропейских народов орла связывают с водой. Например, у древних славян существовало поверье, что когда наступает старость, орел улетает на край света, где он купается в озере с живой водой и снова становится молодым. А в западной мифологии говорится, что орел подставляет свое оперение солнечным лучам, пока оно не заблестит. Затем он погружается в чистую воду, а выйдя из нее, вновь становится молодым. Связь орла с водой прослеживается и в лингвистических исследованиях индоевропейских языков, где слова имеют одинаковые корни и произношение. Здесь мы видим, что в индоевропейских языках, особенно в курдском и латинском языке, слова «орел» и «вода» имеют одно происхождение. Интересно отметить, что слово «акуилос» также имеет одно происхождение с вышеуказанными словами, оно означает темно-коричневый цвет, что как раз совпадает со цветом орла. А самое главное, что пророк Хыдыр-Айлас, так же как и орел, связан с водой. Таким образом, с помощью курдского языка мы узнаем, что имя пророка Хыдыр-Айлас означает «посланник Бога». По курдским поверьям Хыдыр-Наби и Хыдыр-Айлас в свое время на землях исторического Курдистана нашли и выпили живую воду зинда. Зинда – это курдское слово, которое с курдского диалекта сарани буквально переводится как «дарит жизнь». После того, как пророки Хыдыр-Наби и Хыдыр-Айлас выпили живую воду зинда, они стали бессмертными, после чего они были вознесены на небеса. Бог наделил их способностью пребывать на небесах, подобно ангелам, и на земле, как человеку, а также совершать чудеса,
помогать исполнению праведных желаний человека. С древних времен курды верили, что раз в год во второй декаде февраля пророки Хыдыр-Наби и Хыдыр-Айлас спускаются с небес на землю и путешествуют на белом, летающем коне. По легенде, пророк Хыдыр-Наби появлялся в это время, касался своим волшебным посохом земли, и она пробуждалась от зимнего сна. Согласно преданию, одеяние пророка Хыдыр-Наби зеленого цвета, что ассоциируется с цветом природы. В религиозных источниках отмечается, что когда пророк Хыдыр-Наби садился на какое-либо место, где не росла трава, внезапно это место покрывалось зеленью за его спиной. Считается, что Хыдыр-Наби помогает тем, кто на суше, а Хыдыр-Айлас – тем, кто находится в море, так как он связан с водной стихией и способен управлять ею. Следует отметить, что Хыдыр-Наби выступает защитником как на земле, так и на море. В курдском календаре перелом зимы измеряется 40-дневиями, между которыми проводится праздник Хыдыр-Наби и Хыдыр-Айлас. А через 4 среды, 21 марта, наступает курдский Новый год, Навроз. Согласно поверью, Хыдыр-Наби и Хыдыр-Айлас в праздничные дни путешествуют по земле на белом летающем коне, посещая дома добрых и милосердных людей, которые не совершали греха. Хыдыр-Наби может одновременно находиться в разных местах. Если он посетит дом, то следующий год будет для его обитателей счастливым. В преддверии праздника начинаются приготовления. Для того, чтобы достаток не ушел, в этот день нельзя убирать дом. Поэтому нужно обязательно перед праздником совершить уборку всего дома и двора, ведь по поверью, пророк Хыдыр-Наби не вступит в дом, где не наведена чистота. В день праздника одевают новую одежду. Курды издревле верили, что прикосновение пророка Хыдыр-Наби принесет здоровье и достаток. Считается, что пророк приносит изобилие всему, к чему бы он ни прикоснулся. В связи с этим в домах в этот день оставляются открытыми мешки с продовольствием, емкости с едой, а иногда шкатулки с драгоценностями и деньгами. По традициям праздника обязательно нужно накрыть стол с различными блюдами, приготовленными из злаков, особенно из пшеницы. В Курдистане к данным растениям относятся с большим почтением, так как с ними связано множество курдских преданий, легенд, верований, ритуалов и традиций. В день праздника внутри дома, на стенах, на потолках, притолоках дверей и на потолочных балках девушки жидким тестом рисуют специальные, различные знаки-обереги, которые воспринимаются как пожелание благополучия и процветания дому. Вечером устраивают традиционно праздничное веселье. Разжигают костры и прыгают через него. Играют музыку, поют песни, танцуют, затевают различные игры. А также ходят по домам и поют традиционные песни, за что получают подарки, фрукты и сладости. В день праздника каждая семья наполняет мукой большой поднос и ставит на почетное место в доме. Обычно это делают незамужние девушки. У курдов-езидов ставят такой поднос на стер, место, предназначенное для ангела-хранителя дома. По поверьям, конь пророков должен оставить на муке свои следы. Если утром на ней окажется отпечаток подковы или белый волос коня, значит приходили дать свое благословение Хыдыр-Наби и Хыдыр-Айлас. У курдов-езидов праздник Хыдыр-Наби и Хыдыр-Айлас связан с езидской религией, где Хыдыр-Наби является исполнителем желаний и покровителем влюбленных, а Хыдыр-Айлас – покровителем путешествующих по морю. По езидской религии празднику предшествует 3-дневный пост. Весь день после восхода солнца до вечера ничего не едят и не пьют. До того, как сядет солнце, верующий совершает омовение рук и лица, молится и после этого начинает есть. В дни поста готовят блюда из растительных продуктов, то есть пшеницы, муки, а также из молочных продуктов. Холостяки и незамужние в последний день поста не пьют воды и после разговения едят соленую лепешку, тотка, шор, которую должна выпекать маленькая девочка. Эту лепешку холостяки и незамужние делят пополам, часть едят, а другую часть кладут под подушку на ночь. Весь вечер они не должны пить, так как во сне к каждому должна прийти будущее, вторая половинка с водой. Считается, что тот, кто подаст воду во сне,
и есть будущее, вторая половинка. Дорогие друзья, ставим лайки, подписываемся на канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео.